Привет! Сегодня я хочу вам предложить 5 советов о том, как освежить свой зимний гардероб. Надеюсь, что это видео вам понравится. Девиз моего канала «Стилю можно научиться». Людей с врожденным вкусом не так много, всем остальным действительно приходится этому учиться. И чем больше вы погружаетесь в тему стиль, тем качественнее становится не только ваш гардероб, но и ваша жизнь. Поэтому, если тема стиль вам интересна, присоединяйтесь, подписывайтесь на канал. Буду очень рада видеть вас в числе моих зрителей. Естественно, в зимнем гардеробе верхняя одежда играет очень важную роль. И чаще всего в качестве верхней одежды для зимы мы с вами выбираем пуховик, потому что он теплый, комфортный, уютный, универсальный. И на моем канале есть отдельное видео о том, как сделать правильный выбор. Если пропустили, я ссылку оставлю для вас в описании к этому видео. А чтобы освежить свой зимний гардероб, предлагаю обратить внимание на пуховик альтернативного цвета. Как раз таки он и позволит разнообразить ваши зимние образы на каждый день, добавит вариативности, потому что, согласитесь, ходить всю зиму в черном или темном пуховике достаточно скучно. Например, если черный вариант уже у вас есть, обратите внимание на пуховики цвета хаки. Может быть, вы для себя выберете пуховик более сложного оттенка, серо-бежевый, серо-голубой. Может быть, вы обратите внимание также на пуховики в светлых оттенках, опять же, светло-бежевые, молочные варианты, очень освежают зимний гардероб. В общем, подумайте, что лучше впишется в цветовую гамму вашего зимнего гардероба. Второй вариант – это разнообразить свою зимнюю верхнюю одежду, добавив элемент альтернативный пуховику. И это может быть современная дубленка, как в более классическом дизайне, так и дубленка авиатор, она не теряет свою актуальность. По сравнению с пуховиком дубленка все же выглядит по-другому, не так спортивно. И обратите внимание на то, что короткие дубленки, которые закрывают линию ягодиц, они очень хорошо сочетаются с брюками и джинсами. А дубленки длиной уровень колена и даже ниже вы сможете замечательно сочетать с зимними платьями. И на моем канале есть отдельное видео о том, как выбрать зимнее платье. Также ссылку оставлю в описании. И такие дубленки вы сможете, опять же, комбинировать замечательно и с вашими зимними юбками. Также в качестве альтернативы пуховику это может быть и теплое, зимнее, плотное пальто из стопроцентного кашемира на подкладе. Опять же, все зависит от того, в каком климате вы живете. И тоже по цвету подумайте, если, опять же, пуховик у вас темный, пальто может быть другого оттенка. И как вариант, чтобы разнообразить зимний гардероб, вы можете обратить внимание и на более трендовые, модные элементы. И сейчас это, конечно же, удлиненное пальто, пуховик, стеганое. Если вам откликается такой тренд, то подумайте, может быть, его стоит добавить. Далее, в зимнем гардеробе шапка, шарф, перчатки. Эти элементы всегда вызывают массу вопросов. Здесь очень важно понимать, что, например, зимняя шерстяная шапка и осенняя шапка – это две разные шапки в плане плотности. И, конечно же, зимой на нас с вами достаточно много элементов, то есть одежда для нижней части тела, одежда вверх, верхняя одежда, обувь, сумка, плюс шапка, шарф, перчатки. И здесь очень важно учитывать цветовую гармонию между всеми этими элементами. Это ключ, это самое основное. И в принципе цветовая гармония в нашем с вами образе это 85% успеха. Именно поэтому мой курс я сделала специально для вас и говорю там о конкретных принципах, как научиться сочетать свою одежду с точки зрения именно цветовой гармонии. В курсе представлена информация, которой нет и не будет на моем канале YouTube. Я делюсь с вами конкретной методикой, и после курса вам откроются все секреты сочетания, о которых вы даже не думали раньше.
Отныне вы будете действовать как настоящий профессионал, потому что будете опираться на конкретные знания и сможете стать стилистом не только сама для себя, но и, конечно же, помочь своим родным, своей маме, сестре, подруге и в том числе и своему мужу, потому что в курсе очень универсальные советы. Сейчас действует акция до 29 ноября, минус 15% на любой тариф курса, поэтому воспользуйтесь приятной скидкой, чтобы получить полезные знания, которые вам помогут. Ссылку на курс также оставлю в описании к этому видео, но если мы с вами возвращаемся к зимним шапкам, шарфам и перчаткам, здесь, конечно же, самый основной совет – это идти в одном цвете или в очень близком тоне по отношению к вашей верхней одежде. Например, если у вас черный пуховик, то берите шапку, шарф, перчатки черного или темного цвета, например, темно-серый вариант хорошо подойдет. То же самое, если у вас светлый пуховик, то берите, например, бежевую шапку, шарф и перчатки, коричневое пальто, коричневые оттенки и так далее. Таким образом, не будет слишком много перечетов в плане цвета на вашей фигуре, в вашем образе, и весь образ будет выглядеть более цельно. Также помимо обычных вариантов зимнего шарфа, обратите внимание на шарфы с высоким горлом. Они сейчас есть в варианте на молнии и без молнии. На мой взгляд, это очень классный способ, чтобы опять же освежить свой зимний гардероб. Это очень удобно, комфортно, очень тепло. Такие воротники с высоким горлом, помимо того, что они выглядят стильно, это отличная альтернатива обычному нашему зимнему шарфу. Они имеют и утилитарную функцию, потому что спереди и сзади они удлиненные, и вам, конечно же, будет очень комфортно и очень тепло зимой. Если мы с вами говорим о том, чтобы все-таки освежить свой зимний гардероб, а не полностью как-то его кардинально менять, то здесь я вам советую добавить, например, один элемент для верхней части тела и один элемент для нижней части тела. Опять же, исходя из цветовой гаммы вашего гардероба, подумайте, может быть, в качестве элемента вверх вы добавите другой свитер. Опять же, может быть, какие-то темные варианты уже у вас есть, но нет свитера в молочной или в светло-бежевой цветовой гамме. Может быть, наоборот, у вас есть базовые свитера, но не хватает какого-то яркого элемента. Может быть, вы добавите не свитер, а кардиган в свой зимний гардероб, поэтому подумайте. То же самое касается элемента для нижней части тела. Вероятно, какие-то черные, темные джинсы уже у вас есть, и, может быть, вы дополните свой зимний гардероб кожаными брюками или добавите, наоборот, молочные джинсы, светлые джинсы, если, опять же, позволяет климат. Может быть, в свой зимний гардероб вы добавите в качестве низа и теплую зимнюю юбку. Может быть, вы обратите внимание на зимнее платье. Это отличный способ, чтобы свой зимний гардероб немного освежить, но при этом не менять полностью. И пятый совет, как еще можно двигаться, чтобы немного освежить свой зимний гардероб, это, конечно же, обратить внимание на сумку альтернативного цвета. Наверняка в вашем гардеробе зимняя обувь черного цвета, потому что черный цвет – это самый универсальный. И здесь, если и сумка у вас черного цвета, это не моветон, то есть черная обувь, черная сумка – это отличный вариант. Мы с вами можем черную обувь и черную сумку использовать в течение всего года, потому что по большому счету вы как будто бы ставите две точки, то есть у вас черный цвет в нижней части тела, черный цвет в верхней части тела, они друг с другом взаимодействуют, друг друга дополняют. Это опять же о целостном восприятии своего образа, и я об этом постоянно говорю, потому что это действительно очень важно, этому нужно учиться. И черная зимняя обувь, она преобладает, и это абсолютно логично, этого не стоит бояться.
переодеваться, поэтому я, в принципе, вас призываю к тому, чтобы иметь черную обувь. Это очень универсально и подходит абсолютно ко всему. А вот для зимнего гардероба можно присмотреться, например, к сумке альтернативного цвета и подобрать для себя, может быть, сумку коричневого оттенка, может быть, какого-то чуть более сложного, бордовая, темно-серая, цвет хаки, опять же, все зависит от цветов, которые у вас есть в гардеробе, но как вариант это может, опять же, позволить разнообразить ваши зимние образы на каждый день. Почему-то очень много стереотипов по поводу коричневой сумки, но на канале, опять же, есть отдельное видео о том, как выбрать современную сумку для себя. Предлагаю его пересмотреть, опять же, ссылку оставлю для вас в описании к этому видео. Вот такие вот советы на сегодня. Надеюсь, что они вам подарят идеи, надеюсь, что это видео вам понравилось. Вы можете дать мне знать и поставить палец вверх. И, конечно же, я жду ваши комментарии. Делитесь, как вы будете двигаться в зимнем гардеробе. Может быть, вы что-то добавите, может быть, какой-то совет вам больше всего понравился. Поэтому делитесь вашим мнением, и мы с вами увидимся в следующем видео и уже начнем подготовку к Новому году. Я постараюсь для вас записать что-то очень такое мотивационное и чтобы вас по максимуму вдохновить. Поэтому до скорой встречи, я вас целую, обнимаю и пока-пока!